Вот дачная веранда, а вот прихожая в хрущевке. Посмотрите внимательно. Разные дома, одинаковый бардак. Мы переезжаем на дачу за воздухом, а перевозим с собой старые привычки из тесных квартир. Сегодня разберем 5 ошибок, которые превращают ваш загородный дом в филиал хрущевки. И исправим все 5. Без стройки, без мастера. Вся веранда выйдет дешевле, чем дизайнер берет за один чертеж. А еще покажу один старый портновский прием. Про него на даче давно забыли. Он делает дешевую ткань дороже. Почти бесплатно. Начинаем. Ошибка первая и самая дорогая. Что мы везем на дачу в первую очередь? Правильно, старье. Просиженный диван, полированную тумбу, которая и дома-то уже дешевила, шкаф из ДСП с оторванной дверцей. Мы говорим себе: на даче сойдет. А выходит склад ненужного. Делаем так. Мягкий хлам с провисшими пружинами не жалеем, отпускаем. А вот старую деревянную лавку, табурет, крепкую доску оставляем и превращаем в дорогую вещь за один вечер. Берем газовую горелку, рублей 500 на Озоне. Проходим пламенем вдоль волокон. Дерево темнеет, проступает фактура. Потом латунной щеткой вдоль текстуры, чтобы снять сажу и открыть рисунок. Это не модный трюк из интернета. Это якисуги. Японцы обжигают дерево так уже 300 лет. А на Руси доски подкуривали, на костре отгнили. То же самое, только называли по-своему. И важное между нами. Обжигаем только массив. Сосну, ель, лиственницу. ДСП и полировку никогда. Там клей и смолы. При огне летит настоящая отрава. Загорелось желание обжечь старый шкаф? Стоп. Только живое дерево. В студии такой обожженный табурет вам продадут 8 000. У нас старая лавка плюс горелка и щетка. Один вечер работы и вещь не отличить. И заметьте, на веранде это темное живое дерево смотрится интереснее, чем любой глянец. Но и его можно испортить одним движением. Сейчас покажу как. Помните антресоли в хрущевке? Банки, коробки, а вдруг пригодится? Так вот, на даче эти антресоли просто разливаются по углам. Ведра, тряпки, инструмент – все на виду. Глаз читает беспорядок, как тесноту, даже если места полно. Уберем визуальный шум, и веранда задышит. Правило простое – все мелкое и разномастное в одинаковые емкости. Не разные пакеты и коробки, а одинаковые корзины или матовые контейнеры. Секрет однородности – фикс-прайс. Берите один и тот же артикул штуки 3-4. Одинаковые корзины по 300 рублей дают тот самый журнальный порядок, за который в салонах просят 1000. Дизайнерские плетеные короба стоят по 3-4 тысячи за штуку. Наши – по 300. Разница только в бирке. Хорошо, хлам спрятали, дерево ожило. А теперь то, что перечеркивает всю работу за секунду – свет. Одна голая лампа под потолком. Знакомо? Она бьет сверху, плющит комнату и делает все плоским и дешевым. Хоть вы там миллион вложите, при верхнем свете веранда выглядит как гараж. Лечится это не ремонтом, а слоями света. Их 3. Первый – общий, мягкий. Второй – рабочий, где едите и режете. Третий – атмосферный, у пола и по углам. Вот тут честно, без сказок. Садовые фонарики на солнечных батареях – это только 3-й слой. Красивое свечение вдоль дорожки и по углам. Но света для посиделок они не дают. Маломощные и в пасмур заряжаются плохо. Кто обещает вам ими осветить стол, лукавит. А рабочий и общий свет на веранде дают теплые LED-гирлянды. 10 метров, теплый спектр, рублей за 1000. И между нами по технике. Гирлянда обязательно уличная, с маркировкой IP44. Комнатную на веранду не тащим. Лампы почти не греются, но провод берите уличный. И не протягивайте через щели, а только через кабель-канал. Тогда спокойно.
Свет поставили боковой, и обожженное дерево из первой ошибки вдруг проявило объем. Все связано. А теперь моя любимая часть и тот самый секрет. Самое частое. На террасу вешают шторы, снятые из спальни. Синтетика в мелкий цветочек, выгоревшая на солнце. И вся дорогая веранда сразу дешевеет. Правило одно – контраст фактур. Тяжелый, однотонный, светлый лен на фоне темного дерева. Не рисунок, не блеск. Просто светлый лен и темная стена. Это и есть тихая роскошь. То, за что в журналах Elle Decor и Architectural Digest платят страницами. Но у льна есть беда. Дешевый тонкий лен с рынка или маркетплейса висит тряпочкой. Плоско, без линий. И вот тут обещанный секрет. Это прием портних, про который на даче давно забыли. Крахмал. Обычный картофельный. Пачка рублей за 40. 1 столовая ложка на литр воды. Не больше, иначе встанет колом. Разводим в холодной воде до гладкой кашицы, без комков. Потом заливаем теплой. Шторы замачиваем на полчаса, отжимаем не выкручивая и сушим в тени. И дешевый лен тряпочка вдруг держит вертикаль. Ложится тяжелой, скульптурной складкой, точь-в-точь, как плотный лен из салона за бешеные деньги. Вид дорогой ткани почти за 0 рублей. Плотный дизайнерский лен от 1500 за метр. Наш тонкий плюс ложка крахмала считанные рубли. Глаз разницы не увидит. Постирается, повторите за 10 минут. На даче, где все выгорает и пылит, это идеально. И последняя ошибка про логику. Веранда без зон – это как студия 20 метров, где кровать, кухня и гостиная свалены в кучу. Глаз не понимает, куда смотреть, и снова читает тесноту. Наводим порядок нечетностью. Но не так, как обычно советуют. Поставьте 3 вазочки на полку. Забудьте про полку. Мы зонируем целыми островами. Собираем угол из 3 предметов разной высоты. Та самая обожженная лавка, рядом высокое кашпо, между ними низкий столик-пенек. Почему 3? В нечетной группе всегда есть центр, точка, за которую цепляется взгляд. 2 предмета спорят, 4 рассыпаются, а 3 дышат. Этому правилу, кстати, не 100 лет. Его подсмотрели еще художники задолго до дизайнеров. Дизайнер нарисует вам зонирование за отдельные деньги. А вам хватило лавки, кашпо и пенька, которые и так стояли на участке. 5 ошибок разобрали. Теперь давайте посчитаем, во что обошлась вся эта красота. Смотрите на экран. Слева – во что это встанет с дизайнером и покупным декором. Под 100 тысяч. Справа – наш вариант. Горелка, щетка, крахмал, лен, одинаковые корзины, теплая гирлянда, немного солнечного света по углам. Вся веранда – около 4000 рублей. Вместо 100. И ни одной минуты стройки. Прежде чем покажу финал, 2 быстрых дела. Напишите в комментариях слово «дача», если готовы взяться хотя бы за одну из 5 ошибок в эти выходные. Пришлю короткий чек-лист, что вести и с чего начать. Отвечаю лично, не робот. И скажите цифрой, какая из 5 ошибок есть прямо сейчас у вас на даче? 1, 2, 3, 4 или 5? Пишите, почитаем вместе. И последнее, и самое важное. Дача – это не склад для того, что жалко выбросить из квартиры. Это место, куда мы едем дышать. Мы не строили, не ломали, не звали мастера. Взяли старую лавку, ложку крахмала и немного теплого света. И веранда перестала быть филиалом хрущевки. Помните те 2 кадра в начале? Так вот, дом остался тот же. Изменились только привычки. Приезжайте за воздухом и оставьте тесноту в городе.